Двое туристов обнаруживают скрытую в горах пещеру. То, на что они натыкаются внутри, очень шокирует и изменит наше представление о человеческой цивилизации. Джессика Мартинес прищурилась в видоискатель своей камеры, пытаясь сделать идеальный снимок парящего над головой золотого орла. Величественная птица все утро кружила над этим отдаленным участком скалистых гор Колорадо, словно пытаясь привлечь их внимание. Как опытный туристический гид и фотограф-любитель дикой природы, она научилась ориентироваться по таким признакам. Животные часто приводят к интересным открытиям. «Майк!» — внезапно окликнула она, чуть не выронив камеру от потрясения. Орел привлек ее внимание к тому, чего не должно было существовать — идеально геометрической тени на скале, частично скрытой за каскадом лиан осеннего цвета. «Майк, ты должен это увидеть». Майк Торрес, ее 5-летний партнер по походам и коллега-гид в Colorado Adventure Tours, поднялся по каменистому склону, чтобы присоединиться к ней. Они отправились в этот неизведанный участок гор, чтобы разведать новые маршруты для своей компании по приключенческому туризму. Но того, что заметила Джессика, не было ни на одной из их карт. Его руки слегка дрожали от волнения, когда он доставал бинокль из защитного чехла, висевшего у него на бедре. Протерев линзы салфеткой из микрофибры, он оперся локтями о ближайший валун, чтобы лучше видеть. Мощная оптика размером 10 на 42 дюйма позволила четко сфокусировать поверхность скалы, выявив детали, которые невозможно было увидеть невооруженным глазом. Благодаря кристально чистым линзам Майк смог разглядеть четкие прямые углы в скале, которые определенно не были естественными образованиями. Осенние лозы росли не как попало, они, казалось, свисали с чего-то, что выглядело как специально вырезанный выступ. Что самое показательное, за растительностью была абсолютная темнота, которая наводила на мысль о глубине. Такая абсолютная чернота бывает только в больших пещерах. «Это невозможно», — пробормотал Майк, опуская бинокль. «Предполагается, что весь этот участок состоит из сплошного гранита. Там не должно быть никаких пещер или проходов». Он снова сверился с топографической картой и нахмурился еще сильнее. Этот район был полностью обследован только в прошлом году. Как они могли пропустить что-то настолько крупное? Открытие было сделано в самый неподходящий момент. В последнее время их туристическая компания испытывала трудности, сталкиваясь с растущей конкуренцией со стороны крупных операторов, которые могли позволить себе более яркий маркетинг и новейшее оборудование. Им нужно было что-то уникальное, что могло бы выделить их туры из толпы. Ранее неизвестная система пещер могла стать именно тем, что им было нужно, чтобы спасти свой бизнес. Но по мере того, как они поднимались к таинственному отверстию, оба почувствовали, что это нечто большее, чем просто потенциальная достопримечательность для туристов. Геометрия была слишком идеальной, а расположение слишком тщательно замаскированным. Это было что-то совсем другое. Подъем был сложным, и им потребовался весь их многолетний опыт, чтобы безопасно передвигаться. Скала местами была почти вертикальной, с несколькими надежными опорами для рук. Джессика шла впереди. Ее опыт в техническом скалолазании оказался неоценимым, когда она закрепила веревки и нашла самый безопасный маршрут наверх. «Посмотри на этот выступ!» — крикнула она Майку вниз. Все выглядело устойчивым, но ее предупреждение пришло слишком поздно. Камень под ногой Майка осыпался, и он пролетел над 100-футовой пропастью. Только их средства защиты и быстрая реакция Джессики предотвратили катастрофу. «Я в порядке», — заверил ее Майк. Его голос звучал ровно, несмотря на то, что он был на грани срыва. «Но вы правы,
Вся эта местность выглядит по-другому. Состав горных пород, характер выветривания – ничто из этого не соответствует тому, что мы обычно видим в этих горах. Когда они, наконец, достигли входа в пещеру, оба замерли в благоговейном страхе. То, что снизу казалось простой тенью, на самом деле было дверным проемом с замысловатой резьбой, поверхность которого была покрыта странными символами. Вход был идеально прямоугольным, 8 футов в высоту и 6 в ширину, с гранями слишком четкими, чтобы их можно было вырезать древними инструментами. «Это неестественно», — прошептала Джессика, проводя пальцами по гладкой поверхности. Несмотря на то, что материал, должно быть, десятилетиями или даже столетиями подвергался воздействию непогоды, на нем не было никаких признаков эрозии. И эти символы, они не похожи ни на что, что я когда-либо видел. Майк достал их спутниковый телефон, чтобы вызвать подкрепление, но не обнаружил сигнала, что было необычно для их высокогорного местоположения. Их радиоаппаратура также не работала. Они были полностью отрезаны от внешнего мира. «Нам следует вернуться», — предложил Майк. Профессиональная осторожность боролась с сильным любопытством. «Вызовите сюда настоящую археологическую команду». Но Джессика уже доставала их запасные фонари. «Мы самые опытные гиды в регионе, Майк. Мы лучше подготовлены к тому, чтобы разобраться с тем, что там находится, чем какой-нибудь ученый, который никогда не поднимался выше библиотечной лестницы. Кроме того...» Она указала на темнеющее небо. «Надвигается гроза. Нам все равно нужно укрыться». Погода действительно стала угрожающей. Темные тучи надвигались гораздо быстрее, чем предсказывал прогноз. Температура быстро падала, и они слышали, как вдалеке гремит гром. Возможно, пещера была для них самым безопасным вариантом. Когда они вошли в дверной проем, их мощные светодиодные фонари осветили то, что находилось внутри. Вместо грубого естественного туннеля, который они ожидали увидеть, они оказались в идеально круглом коридоре, уходящем вглубь горы. Стены были гладкими и покрыты теми же странными символами, которые они видели на дверном проеме, но здесь они, казалось, излучали слабое свечение. «Посмотрите, какое мастерство!» — восхищался Майк, разглядывая стены. «Эти символы не вырезаны и не нарисованы. Они являются частью самого материала». Он достал из рюкзака небольшой набор для сбора образцов, но когда попытался взять соскоб, его стальной инструмент не смог даже поцарапать поверхность. Коридор продолжался около 50 ярдов, прежде чем привести их к чему-то, что заставило их обоих остановиться как вкопанных, к огромному помещению, которое, казалось, противоречило законам физики. Потолок возвышался на сотни футов над головой, намного выше, чем позволяла внешняя география горы. Но то, что наполняло комнату, по-настоящему лишило их дара речи. Концентрическими кругами были расположены десятки кристаллических структур, каждая из которых содержала что-то похожее на саркофаг. Но это были нетипичные древние погребальные камеры. Каждая камера была окружена технологией, которая казалась невероятно продвинутой и невероятно древней, излучая мягкие импульсы разноцветного света, которые придавали помещению неземное сияние. «Этого не может быть на самом деле», — выдохнула Джессика, быстро щелкая фотоаппаратом, пытаясь все зафиксировать. Но даже когда она говорила, ее научный ум фиксировал детали, которые доказывали, что это не розыгрыш. Пыль на полу не свидетельствовала о недавней деятельности человека. Воздух был свежим, но статичным, что наводило на мысль о продвинутой, но давно бездействующей системе вентиляции. Продвигаясь вглубь помещения,
Они заметили, что кристаллические структуры реагируют на их присутствие. Их свечение слегка усиливается, когда они проходят мимо. Воздух становился теплее, и едва слышное на заднем плане жужжание становилось все более отчетливым. В центре зала стояло нечто похожее на кристаллическую структуру, поверхность которой была покрыта теми же символами, которые они видели по всему комплексу. В отличие от других структур, это, казалось, все еще была активной и излучала мягкое свечение. «Джессика!» — позвал Майк напряженным от волнения голосом. «Это не гробницы, а что-то вроде стазис-камер. Через прозрачные окна в каждом блоке они могли видеть то, что казалось идеально сохранившимися человеческими телами, но их черты лица и одежда не соответствовали ни одному известному историческому периоду. В этот момент они услышали что-то, что заставило их обоих замереть. Эхо шагов, доносившееся из одной из боковых комнат. Они инстинктивно придвинулись ближе друг к другу. Их фонарики шарили в темноте. «Привет», — произнес голос, говоривший на прекрасном английском, но с акцентом, который они не смогли определить. «Я ждал вас, хотя, должен признать, вы пришли немного раньше, чем ожидалось». Из тени появился мужчина, на вид лет 50, одетый в одежду, в которой, казалось, сочетались элементы разных исторических эпох. Его улыбка была теплой и искренней, а в глазах светилась глубина знаний, что заставило обоих туристов почувствовать себя учениками перед учителем. «Я доктор Александр Райт», — сказал он, подходя к ним. «И вы только что открыли величайшую тайну человечества — темпоральный архив». Он коснулся нескольких символов на панели, и камера полностью ожила, осветив десятки дополнительных помещений, которых они раньше не замечали. В течение следующих нескольких часов доктор Райт объяснял истинную природу того, что они обнаружили. Комплекс был не просто скрытой пещерой или местом археологических раскопок. Это было хранилище человеческих знаний и технологий, сохранившихся в различных временных рамках и реальностях. Удобство. Мы архивариусы, объяснил он, показывая им помещение. Мы существовали на протяжении всей истории человечества, собирая и сохраняя знания из разных периодов времени. Это учреждение является одной из нескольких точек временной связи, где пересекаются различные временные потоки. Он рассказал, что в стазис-камерах находились архивариусы разных эпох, которые по очереди обслуживали объект, обеспечивая сохранение жизненно важных знаний, независимо от того, что происходило в какой-либо конкретной временной шкале. Некоторые из них были из прошлого человечества, другие — из возможного будущего, и все они работали вместе, чтобы направлять развитие человечества. «Но зачем раскрывать это сейчас?» — спросила Джессика, продолжая снимать все на камеру. «Почему вы позволили нам найти это место?» Выражение лица доктора Райта стало серьезным. «Потому что человечество стоит на перепутье. Открытия, которые вы собираетесь сделать в своем времени, квантовые вычисления, передача сознания, темпоральная механика, могут привести либо к беспрецедентному прогрессу, либо к катастрофическому разрушению. Мы ждали подходящего момента, чтобы направить эти открытия в нужное русло, чтобы убедиться, что они используются с умом. И вы думаете, мы те люди, которые могут помочь в этом?» Скептически спросил Майк. «Мы всего лишь экскурсоводы». Райт, понимающе улыбнулся. «Вы — нечто гораздо большее. Джессика, ваше образование в области экологии и фотографии идеально подходит для документирования и понимания того, что у нас есть. А Майк, ваш опыт руководства на открытом воздухе означает, что вы знаете, как вести людей не только по местности,
но и через новые сложные идеи. Как бы подчеркивая свою точку зрения, он провел их в зал, заполненный голографическими дисплеями, показывающими возможные временные линии будущего. Некоторые из них были яркими от достижений и прогресса, другие — темными от конфликтов и разрушений. «Ваше открытие этого объекта не случайно», — объяснил Райт. «Произошло. Поскольку вы оба пришли сюда, я выбрал вас, чтобы помочь человечеству пережить предстоящие решающие годы». Шторм снаружи усилился, но внутри здания они были в безопасности и тепле. «Мы не можем раскрыть все сразу», — предупредил он. «Шок был бы слишком велик. Но мы можем начать делиться некоторыми открытиями, направляя человечество к лучшему пониманию собственного потенциала. Как вы нашли это место?» — спросила Джессика, опуская камеру. «Я имею в виду, что мы много лет ходили в походы по этим горам и никогда не замечали ничего необычного до сегодняшнего дня». Райт устроился поудобнее. Выражение его лица стало задумчивым. «Я обнаружил это в 1983 году, работая над полевыми квантовыми экспериментами в ЦЕРНе. Мы изучали запутанность частиц, и наши показания продолжали показывать необычные закономерности, которые не должны были быть возможны. Полученные данные свидетельствовали о существовании так называемых временных аномалий, областей, где квантовая механика ведет себя не так, как ожидалось». Он вытащил потрепанный кожаный журнал, заполненный подробными измерениями и графиками. «Я проследил эти аномалии в нескольких местах по всему миру, но самый сильный сигнал исходил из этих координат. Университет профинансировал экспедицию под предлогом изучения поведения частиц на большой высоте. Когда я прибыл», — продолжил он, указывая на свои подробные записи, «мое оборудование обнаружило значительные изменения магнитного поля. Показания были достаточно точными, чтобы привести меня именно к этому месту. Вход тогда был меньше и в основном скрывался за камнепадом, но мое внимание привлекли геометрические узоры. Они соответствовали математическим последовательностям, которые мы наблюдали в наших квантовых экспериментах. Майк изучил диаграммы в журнале. Эти показания, они измеряют радиационный фон. Правильный, внутри пещеры наблюдались радиационные волны, которые нарушали известные физические модели. Не опасные уровни, но явно искусственные. В более глубоких камерах были технологии, намного превосходящие все, что было у нас в 80-х годах. Мне потребовалось 3 года, чтобы понять основные принципы их работы. Другие ученые, которые пришли с вами, начала Джессика. «Никогда не видел этого места», — вставил Райт. «Они изучали атмосферные условия в базовом лагере. Я сообщил, что обнаружил только естественные пещерные образования. Для некоторых открытий требуется подходящий момент и нужные люди, как, например, вы двое сегодня. Ваш опыт в геологической съемке и науке об окружающей среде делает вас уникальным специалистом, который поможет документировать и понимать, что здесь находится». По прошествии нескольких часов до них начала доходить реальность ситуации. Гроза на улице утихла. Джессика и Майк собрали свое снаряжение и приготовились покинуть пещеру. Когда доктор Райт проводил их обратно через дверной проем, оба почувствовали, как тяжесть всего, что они узнали, давит на их желание остаться и узнать больше. Спуск казался нереальным. Они оба осознавали масштаб того, что обнаружили. Беркут, за которым они следили ранее, еще раз покружил над головой, прежде чем исчезнуть в облаках. «Это действительно произошло?» — спросил Майк, когда они спускались по знакомому маршруту. Джессика кивнула. Ее разум уже лихорадочно перебирал варианты. «Удобство. Это произошло»,
и нам есть над чем поработать. В тот вечер они встретились в хижине Майка, разложив свои улики на его деревянном обеденном столе. Фотографии кристаллических камер, сделанные Джессикой, подробные зарисовки загадочных символов, выгравированных на стенах, сделанные Майком, и их торопливо нацарапанные заметки об объяснениях доктора Райта. Изображения были четкими и ясными, что доказывало, что они ничего из этого не выдумали. «Посмотри на это», — сказала Джессика, указывая на одну из фотографий, на которой была изображена огромная комната. На заднем плане, едва различимое, но безошибочно узнаваемое, было знакомое лицо. Их собственный врач. Точно, но на десятки лет моложе он работал среди странного оборудования. Майк взял свой спутниковый телефон, который снова заработал, как только они покинули окрестности пещеры. Он набрал номер, который они нашли в своих исследованиях об оригинальных экспериментах ЦЕРНа. После короткого разговора он положил трубку дрожащими руками и сказал: «Доктор, Александр Райт действительно руководил исследованиями в области физики элементарных частиц в 1983 году. Говорили, что он совершил несколько невероятных открытий, но предпочел сохранить свои исследования в тайне. Он по-прежнему числится консультантом в их отделе квантовой механики». Джессика оторвала взгляд от дисплея своей камеры. «Итак, что нам теперь делать?» Прежде чем Майк успел ответить, его телефон зазвонил. Пришло текстовое сообщение с неизвестного номера. «Завтра в 9 утра приведи математика». Двойная кавычка. Некоторое время они сидели молча, а затем Джессика потянулась за телефоном. Она сказала, что у меня есть знакомая, доктор Смит из Университета Колорадо. Она специализируется на квантовой математике и работает над некоторыми теоретическими моделями, которые могут помочь. Она сделала паузу, глядя на одну из покрытых символами стен на их фотографиях. На самом деле, в ее недавней статье были описаны именно такие узоры. Майк кивнул, и на его лице отразилось понимание. Райт руководил не только нами, не так ли? Он годами закладывал фундамент, расставляя все по своим местам. Они посмотрели друг на друга, понимая, что их открытие в горах изменит не только их жизни. Это было реально, задокументировано и могло изменить все. Что вы думаете об этом невероятном открытии? Вы когда-нибудь находили что-то неожиданное во время пеших прогулок?